Сладкий майонез звучит странно, но именно на такой основе мы приготовим очень простую, доступную и бюджетную шоколадную пасту. Всего несколько ингредиентов и пара минут времени, и можно наслаждаться. В этом видео рецепт ванильной пасты, которая понравится всем, кто любит белый шоколад, рецепт темной пасты для тех, кто любит черный шоколад и его насыщенный вкус, а при смешивании этих двух вариантов у вас получится паста со вкусом молочного шоколада. Именно в этом рецепте мне особенно нравится, что такая домашняя шоколадная паста очень простая в приготовлении. Список ингредиентов невероятно короткий, они доступны, вы сможете приобрести их в любом супермаркете без каких-либо проблем. Более того, на основе всего одного рецепта вы сможете приготовить как невероятно нежную ванильную вариацию, так и экстра шоколадную. Под ваши вкусы, и в зависимости от того, как любят у вас в семье, вы сможете либо их смешивать в разных пропорциях, либо использовать вот эту вот экстра, я ее называю экстра брют вариацию, либо использовать просто молочную. Получается огромная градация вот таких вот шоколадных паст, идеально под ваши вкусы. Количество сахара я буду использовать такое, которое актуально для вкусов в моей семье. Если вы захотите это количество изменить, я думаю, что сладкоежки захотят его увеличить. Абсолютно не проблема, подстраивайте под себя, подстраивайте под свои вкусы, потому что вкусно должно быть именно вам. Что ж, меня зовут Галина Артеменко, если на моем канале вы впервые, если интересно, продолжайте смотреть, поехали готовить! Список ингредиентов доступен на экране и продублирован в описании под видео. Хочу отдельно сказать, что идеальным вариантом для приготовления такой пасты будет алкализованный или, как еще пишут иногда на этикетках, темный какао-порошок. У него максимально насыщенный вкус. Также, если есть возможность, отдайте предпочтение более жирному какао-порошку 22-24%. Производитель обычно указывает эту информацию на этикетке. Впрочем, вы можете взять любой порошок, который вам нравится. Для ванильной пасты я специально купила сахарную пудру с добавлением натуральной ванили. Если у вас нет возможности, возьмите ванилин. Еще одним преимуществом этой шоколадной пасты является то, что в ее составе нет орехов. Это актуально для тех, у кого, возможно, аллергия на эти продукты. Я могла схитрить, назвать это видео что-то типа «это лучше, чем нутелла», «это точь-в-точь как нутелла», но это была бы неправда. Нутелла готовится как раз таки с орехами, с фундуком, и технологически это делается иначе. Если вам интересно, я обязательно сниму такой рецепт, выражайте свое мнение в комментариях. Мы сможем приготовить, скажем так, не промышленный аналог нутеллы, но то, что является прародительницей нутеллы, то, с чего эта паста начиналась. Так что, если интересно, пишите в комментариях. Сперва приготовим ванильный вариант. В банку влейте молоко и всыпьте сахарную пудру с ванилью и обычную. Влейте к молоку растительное масло. Используйте рафинированное, без запаха. Поставьте ногу блендера на дно банки и начните смешивание. Когда вы почувствуете, что масса начала эмульгироваться, можно приподнять ногу блендера в банке и двигать ею, чтобы процесс смешивания шел равномерно. Если масса не густеет и остается жидкой, это значит, что вы рано начали двигать ногой блендера, раньше того, чем начала образовываться эмульсия. Я детально говорила об этом в своем видео о том, почему майонез не получается. Когда масса загустеет, добавьте в нее сухое молоко. Перемешайте и тщательно смешайте смесь. После добавления сухого молока я смешиваю массу уже не блендером, а венчиком. Так получается удобно и смесь выходит максимально гладкой и однородной. Посмотрите сами. Я использую цельное сухое молоко. Можно также использовать обезжиренное, а также сухой йогурт или сухие кокосовые сливки, если вам хочется получить вегетарианский или постный вариант. Теперь шоколадный вариант. Начинаем так же, как и с ванильным. В банку нужно влить молоко, всыпать сахарную пудру и влить растительное масло. При помощи блендера смешайте смесь до состояния густой эмульсии. Всыпьте в банку сухое молоко и какао-порошок. В рецепте с какао использовать сухое молоко не обязательно, но оно смягчает вкус какао и делает его более ласковым. Если же вы любите шоколад 99%, то уберите сухое молоко и вместо него добавьте еще какао. Заместите вес сухого молока какао-порошком. Перемешайте массу, сперва сделайте это при помощи ложки, а затем доведите до максимальной гладкости при помощи венчика. Посмотрите на этот шикарный глянец и потрясающую текстуру шоколадной пасты.
А теперь сделаем вариант под молочный шоколад. В таком виде эта шоколадная паста – крутой подарок для сладкоежек. Смотрится невероятно красиво и вкусно же. Итак, нужно взять 3 кондитерских мешка или, скажем, файлика. В один отправляйте ванильную пасту, в другой шоколадную. Срежьте кончики у этих 2 мешков и отправляйте их в третий. Сейчас мы сделаем полосатую пасту в банке. Срежьте кончик у общего мешка и выдавите пасту в банку, держа мешок вертикально и двигая руками по кругу, чтобы получить завитки. При намазывании на хлеб или печенье у вас получится вариант шоколадной пасты со вкусом молочного шоколада. Если ролик вам понравился, ставьте палец вверх под этим видео, пишите что-нибудь приятное в комментариях и подписывайтесь на мой канал, чтобы не кашлять. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте, пускай вам будет вкусно. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».